Приветствую вас, друзья, в творческой студии Елены Тюриной. Сегодня мы будем рисовать прострел желтеющий, его еще многие называют подснежником. Подснежниками называют все цветы, которые появляются раньше других цветов сразу из-под снега. Вот на такой бумаге мы сегодня с вами нарисуем этюд «Весенние цветы». Бумага крупнозернистая, альбом для акварели, Vista Artista. Бумага бескислотная, плотная, 300 грамм, но это 100% целлюлоза. Вначале мы с вами сделаем рисунок. У нас будут подснежники, которые называют сон травой или прострел. Этот прострел имеет светло-желтоватый оттенок, чуть-чуть, возможно, где-то с серым оттенком. Вот сейчас нам надо как-то определиться с композицией на листе, чтобы композиция наша была интересная. Здесь будет у нас основной цветок. Я уже рисовала этот цветок, но пастелью. Теперь я решила попробовать его нарисовать акварелью. Это, конечно, будет сложнее в том плане, что все эти ворсинки, пушистые стебелечки будет изображать сложнее. Очень сложная форма у самих лепестков цветка. Ну и здесь серединка. Здесь же видно лепестки другого цветочка, который еще не очень сильно раскрылся. И здесь вот на дальнем плане тоже мы видим лепестки. Эти цветы растут в группах. Там на дальнем плане у нас еще целая группа из таких же цветочков. Вообще цветы рисовать очень интересно. Они всегда нас удивляют своей красотой. Ну и, допустим, здесь еще какой-то цветочек. А здесь же у нас интересная такая граница берега, где у нас еще присутствуют льдинки. Мы их только так наметим слегка. Вот, в принципе, композиция наша готова. Можно смочить лист с противоположной стороны. Давайте смочим лист все-таки с двух сторон. Так он не будет выворачиваться, будет дольше держать влагу в себе. Я очень сильно не смачиваю, так слегка. Вот наш лист. Мы его кладем на поверхность планшета. Сейчас мы его закрепим скотчем. Малярный скотч. Это бумажный скотч, который продается в строительных магазинах. Они бывают разной марки. И принцип один. Это мы делаем для того, чтобы лист наш был плотно закреплен на поверхности планшета и остались белые поля. Но у меня не всегда остаются белые поля, так как иногда скотч отходит и происходит затекание краски. Видимо, это зависит от того, как хранился этот скотч, малярная лента. От самой бумаги, наверное, тоже много зависит. Видите, она взяла и порвалась в самый неподходящий момент. Мы поставили некую заплавку. Лист наш закреплен. Мы его еще раз посмотрим, пройдемся. Я хочу залить место реки, чтобы потом к нему больше не возвращаться. Мы берем ультрамарин с умброй. У нас получается очень симпатичный цвет. Можно еще подмешать. Можно где-то с какой-то черной смешать. Где-то сделать синее, где-то более серее. Вся лужайка у нас более теплая, поэтому я беру охру. Даже где-то присутствует более теплый оттенок. Где-то даже какая-то голубоватая краска. Ну и так вот мы продвигаемся. Охра. Где-то нам надо сделать более теплый оттенок. И вот так от теплой холодности мы двигаемся понемножку дальше.
Там немножко уже высохло, но там оно должно было присутствовать. Ну, потом этот цвет высохнет, он изменится и тонально. Здесь мы чуть-чуть смягчим наши оттенки. Мы сейчас пройдемся везде охрой. Но где-то у нас, конечно, не присутствует вот такой вот красноватый, желтоватый даже оттенок. Возвращаемся к нашей охре. Как мы будем решать зеленый? Изумрудка, зеленая, и попытаемся сделать такие мягкие вкрапления. Значит, мы берем побольше охры, желто-зеленый, 5 охры, проходимся по нашим стебелькам. Там даже где-то небесно-голубая присутствует. Делаем некую подкладку. Нужно заняться вот этими цветочками на дальнем плане. Они у нас, возможно, лимонно-желтый с каким-то небесным. Получается такой вот красивый оттенок, какой зеленоватый, в то же время там где-то даже фиолетоватый, такой сложный цвет. Мне нужно добавить немного тона, возможно, сепию возьмем и зеленую. Пока не занимаемся вот этой главной частью с вами. Теперь нам нужно очень интересный цвет создать для вот этих вот наших лепестков. Где-то он более такой сероватый. Зеленый цвет должен, наверное, быть где-то сумброй. Возможно, даже можно добавить вот такую золотистую. Какой-то вот зеленоватый такой. Продолжаем. Вот там даже где-то такой вот совсем желтый, даже возможно где-то желто-оранжевый. Наша работа начинает так оживляться, а вот этот в целом он фиолетоватый, потому что он находится немного в тени. Такой вот интересный цвет вот здесь кладем. Ну, здесь я очень ярко взяла цвет. Где-то он теплый, тут вот наполовину теплый. Но чем дальше, тем еще он более холодноватый становится и более такой легкий. Мы там потом подправим. И наконец-то переходим к этому лепесточку. У нас что интересно, здесь холодненький, а чем ближе сюда, тем более такой становится интересный по цвету. Здесь более лепестки сероватые, они потому что находятся в тени. Теперь сами сердцевинки у нас желтоватые. Как-то себя ведет очень интересно бумага. По идее, мне здесь надо вымывать что-то. Ну, давайте посмотрим, как она себя поведет. И потом добавим. Сейчас будем прописывать передний план. Передний план у нас более такой темноватый. Это, возможно, даже где-то умбра, может быть, даже с карпалаком. Даже можно фиолетоватый добавить такой оттенок. Сейчас посмотрим, что у нас получится. Не обязательно графично делать. Нужно какие-то интересные такие пятна искать, которые нам помогут сделать еще интереснее нашу работу. Здесь тоже они могут присутствовать. Попробуйте поискать свое интересное пятно. Как вам нравится?
И добавляем вкрапление более потом. Так, чтобы подчеркнулось то, что нам надо. Подмешиваю каждый раз различный оттеночек. И получается, немного хотим разнообразить. Где-то у нас больше синенького. Здесь вот очень темный у нас цвет. Насколько я его смогу черкнуть, я пока не уверена. Чтобы внимание у нас прошлось вот на этот узелочек. Порой даже нам это помогает пролепить некую форму. Давайте по сухой кистью попробуем поработать, чтобы сбить немного эту графичность. Где-то у нас, конечно, графичность все равно должна присутствовать. И займемся немного оттенками. Так вот кадмием оранжевым, где-то больше кадмием желтого, здесь немного желтовато. В целом вырисовывается интересная картинка. Но где-то у нас, конечно, здесь вот более темно-синий. Немного невнятно у нас вот в этом месте получилось, да? Это у меня синтетическая кисть. Тут много здесь глубин. Это у нас такие вот травы сухие. Такая вот нежная картинка у нас получилась. Ну, можно было, конечно, еще рисовать и рисовать, но можно так и оставить. И давайте поставим автограф. Сейчас мы чуть-чуть дождемся. Потом тут даже где-то тепловатый такой оттенок. Ничего так получается. Немножко потом мы вытягиваем это все. Ну, наверное, нам надо заканчивать. Ну и вот такая красота у нас получилась. Если вы выполнили акварель по моему мастер-классу, прикрепляйте по возможности свои работы к комментариям. Нам всем будет интересно посмотреть их. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписался, чтобы не пропустить новые интересные публикации. До встречи, друзья, на канале Творческая студия Елены Тюриной.